Решаем задачу count of positives, sum of negatives. Нам дан массив целых чисел, и нужно вернуть массив, где первый элемент – это количество положительных чисел, а второй элемент – сумма отрицательных чисел. 0 не является ни положительным, ни отрицательным. Если input у нас представляет собой пустой массив или имеет значение null, то в таком случае нужно вернуть пустой массив. Сразу предлагаю исключить такой случай, то есть мы сразу сделаем проверку. Если у нас input будет равен null или длина инпута будет равна нулю, то есть пустой массив, то в таком случае мы сразу возвращаем пустой массив. Если у нас это условие не соблюдается, то есть приходит нормальный массив целых чисел, то мы двигаемся дальше. И дальше давайте объявим переменную positives, которая будет пока что равна нулю, и переменную negatives, которая также будет равна нулю по умолчанию. В переменную positives мы будем складывать число, то есть это некий счетчик положительных чисел в нашем массиве. И в переменной negatives мы будем считать сумму наших отрицательных чисел. Далее нам нужно перебрать массив. Делаем это с помощью цикла for. На каждой итерации массива мы будем проверять элемент массива, является он положительным или отрицательным. Если текущий элемент массива у нас больше нуля, значит это положительное число, и в таком случае нам нужно поменять текущее значение positives. Мы просто прибавляем к нему единицу, то есть увеличиваем счетчик положительных чисел на 1. Иначе, когда у нас число является отрицательным, мы к текущему значению прибавляем наш элемент массива и таким образом вычисляем сумму. По итогу нам нужно вернуть массив, в котором на первом месте будет стоять элемент positives и на втором месте negatives. Проверяем. Отлично, все тесты проходят и задание можно сабмитить.